Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости и подписчики моего канала, садоводы, огородники и цветоводы. В этом видео я вам расскажу и покажу самую простую, быструю и надежную обрезку роз в осенний период. Нахожусь я в Московской области, сейчас середина ноября, и за спиной вы видите, у меня вот два кустика я оставил необрезанных роз специально, чтобы на них вам показать этот способ обрезки. Ну и первое, о чем я, конечно, скажу, что данный способ обрезки подходит в первую очередь для чайно-гибридных роз и роз флорибунда. Часто меня точнее спрашивают, когда вот лучше обрезать розы и зачем вообще это делать, можно ли эту процедуру отложить на весну. Начну с того, что самое оптимальное время для обрезки роз в средней полосе, в том числе в Московской области, это конец октября и первая половина ноября, вплоть до первых заморозков, самых таких вот, когда действительно приходит зима. Вот у нас сегодня выпал небольшой снежок, а ночью температура опустилась до минус 10 градусов. Вот это самое благоприятное время для осенней обрезки роз. Многие совершают ошибку, что обрезают розы слишком рано, буквально в сентябре. В это время они еще активно цветут, вегетируют, поэтому могут после обрезки даже начать просыпаться спящие почки. В общем, вредит это здорово растению. Вот многие об этом не знают и проводят обрезку слишком рано, стараются пораньше укрыть розы. Этого делать не нужно. Розы достаточно холодостойкие растения, хорошо переносят небольшие морозы. Вплоть до минус 20 градусов спокойно зимуют. Большинство сортов чайно-гибридных роз могут перенести вот такую мягкую зиму вообще даже без укрытия. Зачем обрезать розы и можно ли их вообще не обрезать осенью, оставить это на весну? Конечно, можно. Вот часто мне также попадается в интернете то, что говорят, что обязательно нужно обрезать осенью, иначе весной там, или летом будут плохо цвести. Все это сказки, все это мифы. Если вы розы не укрываете, ваш климат вам позволяет, либо у вас такие вот холодостойкие, морозостойкие сорта попались, спокойно просто немножко окучите розы в зиму. Если зимой много снега в вашем регионе, то розы спокойно и хорошо зимуют под толстым слоем снега, переносят хорошо любые морозы. Если же у вас розы вымерзают, то тогда, конечно, их нужно в зиму укрыть. И вот для того, чтобы розы укрыть, мы их и обрезаем осенью. Мы укорачиваем длину стеблей, побегов, чтобы сделать, к примеру, воздушно-сухое укрытие, о котором я много говорил, много роликов я снимал на эту тему. Можете посмотреть, как я укрываю розы. Там я все подробно показал и рассказал. Также развею некоторые мифы, которые гуляют в интернете, в том числе среди блогеров. Мне иногда попадаются такие советы, которые я считаю, мягко говоря, несостоятельными. Это о том, что при обрезке роз надо вот именно там что-то искать, какую-то почку там вот, которая бы смотрела на внешнюю сторону. Если у вас растет там 2, 3, 5, максимум 10 роз, вы, конечно, можете потратить там 2 часа времени, чтобы найти эти почки и обрезать именно, как считается правильно, над почкой, да, которая смотрит не внутрь куста, а наружу. Но я вам скажу так, что вот у меня, допустим, порядка 70 кустов роз, и мне вот такой фигней, честно говоря, заниматься некогда. И там, где выращивают розы в большом количестве, тысячами, там тоже никто никакие почки не ищет, просто выбирается определенная высота, и розы на нее обрезаются. Поэтому не страдайте этой фигней, обрезайте розы так, как я вам сейчас чуть попозже расскажу и покажу. И еще мне попадается такой совет, что якобы розы нужно резать не под прямым углом, вот так вот, не горизонтально, а вот с каким-то там наклоном, чтобы был вот этот скос на побеге, якобы, чтобы там вода лучше там сбегала или что-то еще не заставилось. В общем, полная фигня тоже, какой-то глупый совет, который абсолютно не работает, и нет никакой разницы, как вы обрежете розы строго вот так вертикально, да, либо там с каким-то определенным наклоном. Это никакой разницы не имеет, поэтому не обращайте внимания на такие советы. Я вам покажу, как
обрезать розы правильно, самым быстрым, самым простым способом. Такая обрезка подходит для роз флорибунда, чайно-гибридных роз, но не подходит для роз плетистых, для английских роз, кустовых, шрабов, канадских. Там другие методы обрезки, поэтому вот только сегодня речь идет об обрезке чайно-гибридных роз и роз флорибунда. Поэтому будьте внимательны, не примените этот метод на других видах роз. Оставил два кустика необрезанными, чтобы специально вам все показать. Вот один, вот рядышком второй. Ну, начнем, пожалуй, с этого. Достаточно высокий кустик, примерно 1,50 м, как минимум, его высота. Смотрите, у нас сегодня был хороший мороз. А вот вчера, ну, земля, кстати, еще не так уж и сильно замерзла. Вот минус 10 было ночью. Вчера я успел, пока еще земля не была такой мерзлой, немножко окучить центр куста, чтобы защитить прививку от вымерзания. Это очень важно, особенно если вы розы не укрываете. Следующий принцип обрезки, смотрите, вот самый такой основной и главный. Это примерно на глаз определяете высоту куста, снизу 1/3 от высоты куста примерно отсчитывайте и обрезайте розы. Вот на такую высоту. Высота обрезки получается около примерно 40, может быть 50 сантиметров. Это не важно, никаких почек, ничего искать не нужно, просто ровно обрезайте. Хотите под прямым углом, хотите с небольшим наклоном, никакой тут разницы вообще в этом нету. Обрезаются все побеги по-быстрому на одинаковую высоту. Дальше вырезаются слабые побеги. Также можно удалить побеги, растущие в центр куста. Вот, смотрите. Ну, это сухой побег, его можно полностью удалить. Сухие побеги удаляются как можно ближе к основанию. Пенечки, все, что высохло летом, с прошлого года, все вот это удаляется. Ну, вот практически и вся обрезка. Побеги, которые вы срезаете, старые побеги, их лучше сразу куда-то унести. Не советую их ложить в компостные кучи, потому что шипы и стебли роз очень долго перепревают. Потом можете просто поколоть руки, если будете там компост потом такой руками где-то что-то добавлять. Поэтому лучше всего стебли и побеги роз куда-то вывести. Ну, а весной их можно просто сжечь. Вот такие вот слабенькие тоже. Смотрите, я вырезаю. Ну, и оставил здесь вот самые сильные побеги. Вот такой вид приобрела роза после обрезки. Давайте вторую сейчас обрежем. Также, смотрите, тоже она примерно около 1,5 метра высотой. Сначала я обрезаю все побеги. Кстати, очень удобно использовать при обрезке роз вот такие вот перчатки, которые защищают руки от повреждения шипами. Также хорошо крыжовник обрезать, ежевику и другие колючие кустарники и растения. Ну, смотрите, вот здесь у меня тоже окучено на высоту примерно 10-15 сантиметров. На этом кустике есть вот такие засохшие пенечки, которые надо удалить. Если побеги слишком толстые, то, возможно, вам придется использовать сучкорез. Но у меня такой достаточно, видите, мощный секатор, который позволяет справиться даже с очень толстыми побегами. Ну вот смотрит центр куста побег, я его удалю. Ну а так в целом все здесь хорошо. Сильные побеги. Вот это, кстати, не очень мне нравится, но я его оставлю. Если он вдруг весной замерзнет, вот этот пенек, то я его, соответственно, и удалю. Повторю, что обрезку роз, если вы их не укрываете, можно перенести на весну и сделать все весной. Вот этот тонкий
побег пока оставлю. Если он зимой почернеет, либо этот почернеет, не знаю, бывает по-всякому, то, соответственно, я его вырежу. Весной будет основная проведена еще обрезка. Не основная, так скажем, а уже окончательная. Посмотрим. Бывает так, что чернеют какие-то побеги, вымерзают. Зимы непредсказуемы у нас, тоже бывают очень сильные морозы зимой, либо снега не бывает, либо оттепели сменяются сильными морозами, поэтому розы бывают здорово страдают. Я стараюсь по большей части розы все-таки укрывать, но если я что-то не успеваю, то розы остаются у меня без укрытия и, в принципе, хорошо зимуют, особенно если много снега. Те части роз, которые остаются выше снежного покрова, просто чернеют. У многих сортов роз вымерзают. У тех сортов роз, которые более морозостойкие, либо в более удачном месте растут, более теплом, где нет сильных ветров, бывает, те спокойно, хорошо зимуют, даже выходя за пределы снежного покрова. Друзья мои, сегодня я вам показал самую простую, быструю и надежную осеннюю обрезку чайно-гибридных роз и роз флорибунда. Надеюсь, данное видео было вам интересно и полезно. Много информации вы можете найти ниже в описании под роликом. Хорошего вам цветения, хороших вам урожаев. Всем большое спасибо за просмотр.